Всем привет, с вами Иван Жданов, и это военные новости. Сегодня 6 апреля и 42-й день войны. Россия теряет офицеров. Мародеры привезли в Москву украденные телефоны. Российские солдаты копали окопы в Чернобыле, а очевидцы рассказывают о зверствах оккупантов в Бородянке. У нас есть видео того, как сейчас выглядит этот поселок. Активные сражения продолжаются на Восточном фронте, от Изюма до Северодонецка. Российские войска пытаются прорываться в направлении Новой Дмитровки и Барвенкова. Попасную жестко обстреливают, продолжаются попытки штурмом взять город. А вот так выглядят рубежные. Тяжелые бои за этот городок идут уже третью неделю. Российские войска устроили здесь такой же геноцид мирного населения, как и в Мариуполе, Бородянке, Ахтырке. Разрушены все жилые дома. Пока мы не видим серьезных обходных движений со стороны российской армии. Наоборот, они атакуют украинскую группировку прямо в лоб, на дуге от Изюма до Горловки. Из-за этого обе стороны несут тяжелые потери, но при этом на фронте сохраняется равновесие. Наверное, оно все же в пользу сил Украины, потому что Россия теряет остатки боеспособных сил. На Южном фронте украинские войска продолжают планомерное наступление. В северной части освобождены несколько населенных пунктов. Вдоль моря идет атака на Александровку. Все говорит в пользу того, что российские части будут отступать за реку Днепр. Но непонятно, разрешит ли Путин оставить Херсон, или российские войска там просто будут уничтожаться. Россия пытается лишить украинские войска топлива. Вновь атаковали нефтебазу, на этот раз в Днепропетровской области. Туда прилетела очередная крылатая ракета, и есть видео этого. Продолжается медленный штурм Мариуполя. Российская пропаганда постоянно публикует кадры оттуда, в том числе вот такое видео. Посмотрите, они просто стреляют по жилым домам, не прицеливаясь особо. И вот после этого нам будут рассказывать, что все жертвы это фейки, а российская армия не обстреливает мирных граждан. Да вы сами публикуете доказательства собственных военных преступлений. Российская армия теряет офицеров. Русская служба BBC опубликовала обновленные данные потерь, где они учитывают только тех погибших, у которых установлены имена и фамилии. Из 1083 таких погибших сразу 217 это офицеры, 62 человека старшие офицеры, полковники, подполковники, майоры и даже один генерал. Да, Украина заявляла о 7 или 8 убитых генералах, но пока эта информация еще не подтверждена. Погибают солдаты со всей страны, но больше всего из Дагестана, Бурятии, Оренбурга и Вологодской областей. Возможно, такая завышенная статистика для Дагестана связана с тем, что там труднее всего скрыть погибших. Они просто привыкли погибших как-то почитать и хоронить всей деревни, например. Каждый пятый из опознанных погибших – офицер. Почему так получается? Причин несколько. Во-первых, смерть офицера сложнее скрыть от родных. Во-вторых, трупы офицеров реже бросают на поле боя. Даже тяжелораненых их выносят в тыл все-таки. В-третьих, значительная часть погибших российских солдат – это экипажи вот такой техники. Посмотрите, там никто не мог остаться в живых.
Останки солдат просто бросили, они не вошли ни в какую статистику. Вот и получается, что за этой тысячи неопознанных солдат, опознанных, вернее, солдат, о которых пишет BBC, стоят 2-3 тысячи человек брошенных вот так вот просто. Но российских солдат убивают не только ВСУ. Борется сама украинская земля, в буквальном смысле слова. Все благодаря невероятной тупости солдат. Ну или тупости и халатности их офицеров. Просто посмотрите вот на это видео. Посмотрите, они выкопали глубокие окопы для техники прямо в зоне отчуждения. Вот тот самый известный рыжий лес, место, где захоронены наибольшая земля, которая наибольшим образом подверглась радиации во время Чернобыльской аварии. Вот это сам чернобыльский саркофаг, вы видите, закрытый 4-й блок. Вот насколько надо быть тупыми идиотами, чтобы копать окопы в зоне отчуждения? Ну, буквально любой мужчина в России знает, что Чернобыль и что это радиация. Через игру «Сталкер», через всякие книги можно было узнать из истории, кто-то по фильму. Недавно HBO выпустил сериал, который побил все рекорды популярности. Но они все равно взяли и выкопали там окопы. Когда шли вот эти все новости про лучевую болезнь в российской армии, я относился к этому, честно скажу, скептически. Мы изучили публикации на тему вероятности вообще лучевой болезни в Чернобыле. И после публикации этого видео можно с большей степенью уверенности говорить, что пораженные радиацией солдаты есть. Вы можете уйти из Чернобыля, но Чернобыль из вас никуда не уйдет. Когда говоришь о погибших российских солдатах, понимаешь, что сограждане, и это смерти. Но честно скажу, что все больше и больше испытываю безразличие. Ведь именно кто-то из этих солдат мог еще вчера расстреливать мирных жителей Украины. Прямо сейчас украинские войска осматривают Бородянку. Еще один освобожденный после российской оккупации поселок. По первым данным, там тоже происходил геноцид мирных жителей. Глава местной общины Георгий Ярко рассказал о том, что творили российские солдаты в Бородянке. Вот небольшой фрагмент из интервью. Перші дні, коли проходили колони, вони розстрілювали мирних жителів, розстрілювали мирні домівки, не звертаючи уваги на те, що по їх ніхто не відкривав вогню. Тому що в територіальній обороні нашого селища у людей були тільки автомати. Але вони розстріляли і будинки, і жителів. Коли проходила колона, по мирних жителів стріляли з автоматів. Загинуло близько 8 чоловік при проходженні колон. Стрелял из БТР. Георгий также рассказал о том, как солдаты расстреливали людей, вышедших разбирать завалы. В итоге многие погибли в подвалах, засыпанные обломками после бомбардировок. Невероятно тяжелая статья вышла про события в Буче, вышла на BBC. Обязательно прочитайте ее и покажите тем знакомым, которые пытаются не замечать войну. Я не понимаю, как можно оставаться равнодушным после такого. И я не понимаю, как можно испытывать хоть какое-то сочувствие к нападающим. Не понимаю и все. Почему я должен испытывать это сочувствие? Из-за того, что у нас паспорт одного цвета? Ну нет, извините. Преступники есть преступники. Всего за месяц весь мир узнал, что российские солдаты – подонки, которые убивают мирных жителей. А теперь мы видим продолжение этого. Украинцы начали находить свои телефоны и наушники в Беларуси и даже в Москве. Есть данные о сотнях отправок сделок украденных в Украине вещей. Я более чем уверен, что российская полиция не будет расследовать эти грабежи и кражи. Сейчас многие ломают голову, а как так вышло? Почему простые русские солдаты становятся зверями, убивающих мирных жителей? Один из ответов – пропаганда. Бессовестная, запредельно мерзкая. Вот посмотрите, это музей прорыва блокады Ленинграда. Наверное, святое место для всех граждан России. И теперь на него повесили эмблему убийц. Эмблему, под которой сейчас держат в блокаде Мариуполь. Вся эта пропаганда войны сейчас отлично действует, к сожалению. Все знают известную фразу: фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Эту фразу ошибочно приписывают Черчиллю.
Но то, что эта фраза ушла в народ, совершенно не случайно. И эта фотография из музея блокады лишь дополнительное подтверждение того, что она реализуется на практике. Именно поэтому мы должны бороться с пропагандой и выпускать наши видео, рассказывать правду о войне, о том, что происходит, чтобы остановить это. Помогите распространить эти видео, ставьте лайки, репосты и не забывайте про наш вечерний стрим в 19 часов. Сегодня буду с Русланом Шавединовым, приходите. А в конце традиционное видео. Сегодня показываем бой, в котором видно, как один украинский танк прогоняет целую российскую колонну. Профессионализм российских военных вы можете оценить сами. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again.